Роман Кузьмич Лебедев прожил в Каменке почти всю жизнь. Деревня стояла на отшибе, с одной стороны болото, с другой глухой лес. Раньше здесь кипела работа. Лесопилка гудела с утра до вечера, мужики возвращались домой усталые, но с деньгами, по вечерам горел свет в окнах. Потом все закрылось. Молодежь уехала, остались старики да те, кому идти было некуда. Жена Романа Кузьмича, Александра, умерла 6 лет назад. После похорон он еще долго разговаривал с ней по вечерам, сидя на крыльце. Лес слушал и молчал. Со временем слова закончились. Осталась привычка ходить по тропам, проверять капканы браконьеров, чинить кормушки для зверья. Лес стал его собеседником. В тот день он собирался просто пройтись до старой делянки. Но звук, слабый, рваный, заставил его остановиться. Это был не ветер и не птица. Так стонет только живое существо, когда боль уже сильнее страха. Волки лежали близко друг к другу. Самка едва дышала, глаза мутные, лапа вывернута неестественно. Самец попытался подняться, но рухнул обратно, оставив на снегу темное пятно. Они ждали конца. Роман Кузьмич долго смотрел на них, понимая, что делает выбор. Помочь – значит рискнуть. Не помочь – значит потом снова говорить с пустотой на крыльце. Он выбрал первое. Лечение заняло дни, потом неделя. Волки не рычали, не огрызались. Они смотрели, запоминали. Старик разговаривал с ними, как с людьми. Рассказывал про Каменку, про Александру, про то, как раньше было проще жить, когда не приходилось бояться каждого чужого шума. Тем временем в деревне становилось все хуже. Бандиты приезжали уже как хозяева. Главарь, коротко стриженный, с холодными глазами, даже не утруждался угрозами. Он знал, что ему никто не ответит. У Каменки не было ни полиции, ни защиты, ни сил. Когда Романа Кузьмича ударили, он услышал треск, не сразу понял, что это собственные ребра. Он упал, глядя в грязь, и подумал странную вещь. Вот так и умирают деревни, не сразу, а по одному. Вой разорвал воздух неожиданно. Он был не злым, предупреждающим. Волки появились как тени. Серый встал впереди, рыжая, сбоку, прикрывая старику спину. Их движения были выверены, точны. Это были не звери, это были хранители. Никого не загрызли. И не надо было. Люди, привыкшие чувствовать себя хищниками, вдруг поняли, что могут стать добычей. Они отступили, спотыкаясь, бросая сумки, оружие, остатки награбленного. После этого в Каменке многое изменилось. Люди начали выходить из домов не только по нужде. Стали помогать друг другу, сначала неловко, потом увереннее. Починили старый колодец. Разобрали завал у дороги. Роман Кузьмич больше не ходил один, к нему тянулись. Волки ушли, как и обещали. Но лес вокруг деревни словно стал другим. Тише, добрее. Весной Роман Кузьмич нашел их снова. Не случайно. Они ждали. Волчица позволила подойти, а когда он увидел волчат, у него дрогнули руки. Это был не просто жест доверия, это было принятие. «Береги их», – прошептал он, сам не зная кому. Он умер через год. Тихо, во сне. Его похоронили всей деревней. А ночью над Каменкой долго выл вой, протяжный, печальный, благодарный. С тех пор в Каменке говорят: если в лесу появляется волк, значит кто-то когда-то сделал правильный выбор.